Приветствую всех! Вы смотрите канал «Диагноз Путина», и с вами я, Сергей Антонов. Не забывайте подписываться и ставить лайки. Это помогает нам расти и развиваться. Также, если у вас есть желание и возможность поддержать наш проект финансово, в описании вы найдете ссылку на нашу страницу на Патреоне. Наверняка вы замечали, в публичной риторике российской оппозиции крутятся в основном две темы. С одной стороны, преступления режима, с другой – мечты о прекрасной России будущего. Одна про то, что было и есть, другая про то, чего хочется, но вряд ли возможно в ближайшее время. А вот как пройти путь из точки А в точку Б, об этом почти никто не говорит. Или просто не знает, что сказать. На этом фоне особняком стоят российские добровольцы, которые воюют на стороне Украины. Казалось бы, вот он, четкий вектор, понятная оппозиция. Но 3 года войны показали, даже этот пример не стал объединяющей идеологией. А сама война ясно дает понять. Одной только отваги, даже с российскими добровольцами, воюющими за Украину, для победы недостаточно. И вот мы приходим к главному. Сегодня практически никто не может дать ответа на 2 ключевых вопроса. Как победить Путина? Что будет потом? Не имея внятной повестки, оппозиция либо уходит в бесконечные внутренние ссоры, либо предпочитает молчать. Причины разные. Кто-то просто не понимает, что происходит. Кто-то боится сказать вслух то, что уже понял. А кто-то до сих пор считает, что общество не готово. Не готово услышать, что может не быть никакого мирного транзита. Может не быть самой России в ее нынешнем виде. Мы не боимся говорить на неудобные темы. Сегодня мы запускаем цикл программ, в котором разберем 3 самых вероятных сценария падения путинского режима. Цикл называется «Мы после Путина». Потому что Россия – это мы, а не Путин. И мы не имеем права уступить исторический шанс. Шанс на другую страну, свободную, честную и живую. Этот цикл программ будет создан совместно с объединением российских оппозиционных политиков «Комитет-2024». Это объединение уже подготовило и начало публиковать одноименный доклад «Мы после Путина». И сегодня мы будем говорить о сценарии, который многие считают невозможным или неприемлемым. Но с каждым днем именно он становится все более реалистичным. Это сценарий военного поражения России и ее распада как империи. Итак, почему же сценарий военного поражения и распада России становится все более вероятным? Прежде всего, важно понять, Путин не просто не хочет заканчивать войну, он не может этого сделать. Для него война – это не ошибка и не крайняя мера. Это суть его режима, источник его легитимности, инструмент выживания и единственный план на будущее, фундамент всей государственной конструкции. Остановить войну для Путина – это значит своими руками дать старт распаду. Сначала власти, потом системы, затем идеологии. И в итоге самого государства. Экономика России полностью переведена на военные рельсы. Вся ее логика сегодня подчинена одной цели – продолжать войну. В 2024 году страна тратила на войну 38 миллиардов рублей в день. За год это вылилось в сумму свыше 10 триллионов. А на 2025 год запланированы рекордные 13,5 триллионов военных расходов. Это в 2 с лишним раза больше, чем в мирные годы до вторжения. Плюс еще 3,5 триллиона на национальную безопасность и правоохранительную деятельность. Итого, в 2025 году Россия потратит на войну больше 40% своего бюджета. Это больше, чем все расходы на здравоохранение, образование и социальную сферу вместе взятые. Мы, например, ракет ПВО, которые вы производите, выпускаем в год в 3 раза больше, чем в 3 раза, чем в Соединенных Штатах. А в целом
наша оборонка производит за год ракет ПВО различного назначения. Примерно столько же, сколько производят все военно-промышленные предприятия мира. Наше производство сопоставимо с мировым производством. Поэтому нам есть на что опереться. И все это не может не вселять уверенность в нас в том, что победа будет за нами. Вот. Военно-промышленный комплекс сегодня это главный драйвер роста российской экономики. На его счету почти треть всего прироста ВВП. А это значит одно. Экономическое здоровье страны стало напрямую зависеть от продолжения войны. Российская оборонка наращивает мощности и расширяет штат. На многих заводах станки не останавливаются даже ночью. Саратовская промышленность выросла за счет оборонзаказа. Производство отдельных образцов боеприпасов в России вырастет в 7-8 раз до конца текущего года, благодаря реализации проектов по расширению производственных мощностей и повышению производительности труда. В нормальной, мирной стране ВПК – это всего лишь один из секторов экономики. Он работает по законам спроса, эффективности, технологий. Но в путинской России это уже базовая отрасль для десятков регионов. Именно искусственное накачивание оборонзаказами создает иллюзию экономического роста и видимой стабильности. Но это мина замедленного действия, потому что стоит войне закончиться и заказы остановятся. Переключиться с военной экономики на гражданскую значит провести масштабную реструктуризацию промышленности, перестроить бюджетную систему, вернуться в мировую торговлю, добиться снятия санкций и вернуть инвестиции. Все это невозможно при Путине, потому что, к примеру, снятие санкций может произойти только при выполнении невыполнимых для него условий. Вывод войск с оккупированных территорий, признание вины, выплата репараций. То есть, с точки зрения экономики, окончание войны, конечно, безусловно, выгодно. В долгосрочной перспективе это шанс на восстановление. Но для самого путинского режима это смертный приговор, потому что отказ от войны приведет к лавине последствий, с которыми он уже не сможет справиться. Таким как резкий спад производства, коллапс занятости в оборонных кластерах и моногородах, обвал бюджета, курсовая нестабильность и, как результат, рост социального напряжения. Война перестала быть для Путина внешнеполитической кампанией. Теперь это экономическое условие выживания режима. А еще внутри российского общества сформировался новый, особый слой – класс войны. Сегодня численность вооруженных сил России почти 2 миллиона 400 тысяч человек. Из них 1,5 миллиона действующих военнослужащих, призывники, контрактники, мобилизованные. Около миллиона из них прошли через так называемую СВО. И это уже не просто армия. Это люди, для которых убийство стало работой, безнаказанность – нормой, а государственная пропаганда – единственным моральным оправданием. В оборонке еще почти 3 миллиона 800 тысяч человек. Причем только за время войны туда пришло целых 700 тысяч. В сумме это более 6 миллионов россиян, чья жизнь напрямую зависит от войны. Они зарабатывают на ней. Они привыкли к стабильной высокой зарплате, такой, какой у них не было никогда в мирной жизни. А за каждым из них еще и семьи, которые их тоже надо кормить. И которых кормит эта война. И на сегодня единственное, что может предложить этим людям путинский режим, это продолжение войны. С начала полномасштабного вторжения война стала для Путина главным инструментом удержания власти. До этого он держался на имитации стабильности, фейковых выборах и тотальном телевизионном контроле пропаганды. Теперь он лидер воюющей страны, противостоящий внешним угрозам и коллективному Западу. Пока идет война, его власть превращается во власть военного времени, а любая критика автоматически предательство. Война стала еще и универсальным способом объяснить внутренние провалы. Экономика рушится, цены растут. Ответ один. Это все Запад, это русофобия. Мы боремся за выживание и отстаиваем свой суверенитет. Для Путина окончание войны не просто выход из конфликта.
Это признание поражения, возвращение в мир, где снова начинают работать законы, где появляются расследования, обвинения, суды, где придется отвечать за все. А вместе с окончанием войны возникнет и главный вопрос: а ради чего все это было? Зачем погибли и стали калеками сотни тысяч россиян? Зачем разрушена экономика? И кто ответит за все эти преступления против собственной страны? У Путина нет для россиян никакой идеи, кроме вечной войны. Демократия, либерализм, права человека – все это давно дискредитировано, вытеснено, объявлено чуждыми западными ценностями. Взамен государственная идеология, замаскированная под традиционные ценности, патриотизм и борьбу с Западом. Многонациональный народ Российской Федерации, объединенные общей судьбой, на своей земле. Вы знаете, мне приходят в голову слова из Священного Писания. Нет больше любви, как если бы кто-то отдал душу свою за друзей своих. И мы видим, как героически действуют и воюют наши ребята в ходе этой операции. Но по сути это не просто авторитаризм. Это идеологически оформленный неоимперский фашизм. С культом силы, с презрением к гуманизму, с оправданием насилия как нормы. В этой системе гуманизм – это слабость, пацифизм – предательство, а сострадание – признак прозападной деградации. Вместо этого воспеваются сила, жестокость, агрессия, массовые убийства объясняются исторической миссией, пытки политзаключенных национальной безопасностью, а захватническая война подается как священный долг. Мы переходим из режима специальной военной операции, мы переходим в совсем другой режим. Мы переходим в режим священной войны. Ну так реально. Это режим священной войны. Нам противостоят 50 стран, которых объединяет сатанизм. Такая система не умеет останавливаться. Она либо побеждает, либо рушится. Потому что фашизм по своей природе не знает паузы. Он живет за счет движения, за счет экспансии, конфликта, насилия. Стоит ему потерпеть поражение, он осыпается. Потому что держится не на институтах, а на страхе, на мобилизации и на образе внешнего врага. Внутри у него нет тормозов. Он может только побеждать или быть разрушен. И пока эта система существует, она будет стремиться к новой войне, к новой эскалации. Потому что по-другому не умеет. И так становится очевидно. Путин не остановится. Он не может остановиться ни политически, ни экономически, ни психологически. Мир для него – это поражение, а поражение – это смерть. Поэтому он будет продолжать войну, он будет продолжать убивать. Наши войска владеют стратегической инициативой. И есть все основания полагать, я еще совсем недавно говорил, мы их дожмем, есть основания полагать, что мы их добьем. Сегодня Запад старается держаться в стороне и фактически просто наблюдает. Главный аргумент – риск ядерной эскалации. Но это не может продолжаться вечно. Путин чувствует безнаказанность, он видит, никто не готов его остановить. А значит, он будет проверять границы возможного, границы дозволенного. Он будет двигать красные линии все дальше. Вседозволенность, она как наркотик. Стоит попробовать один раз, и уже невозможно остановиться. Доза будет только расти. Прямое столкновение начнется локально. Это может быть атака на международные силы, когда те будут размещены в Украине. Или нападение на Молдову в результате обострения конфликта в Приднестровье. Или провокация на границе с одной из стран НАТО. Или, наконец, реальная угроза применения тактического ядерного оружия. И однажды Западу придется вмешаться.
Не из гуманизма, не ради Украины, а из страха, из инстинкта самосохранения. Да, возможно, это не произойдет завтра. Но история учит. Демократии часто медлят, но действуют резко, когда угроза становится неотвратимой. Вспомните США во Второй мировой. Война началась 1 сентября 1939 года. Долгое время Вашингтон хранил нейтралитет. Ленд-лиз стартовал только в марте 1941 года, а прямая война началась после удара по Пёрл-Харбору в декабре. И сейчас Путин сам ведет мир к той же точке. Он методично сокращает пространство для компромисса, шаг за шагом, атака за атакой. Он словно включил систему самоуничтожения, где каждое его действие приближает неизбежное. Почему Россия проиграет такую войну? Во-первых, соотношение сил. Промышленный и военный потенциал стран НАТО несопоставим с возможностями России. Война против Украины, страны с населением в 4 раза меньше и куда более слабой экономикой, уже показала пределы этой российской мощи. За 3 года Кремль так и не достиг стратегических целей. Зато понес колоссальные потери в живой силе и технике, получив взамен лишь локальное продвижение на фоне тотального истощения. Во-вторых, сама структура армии. Российская армия сегодня это армия наемников. Деньги. Вот главнейшая мотивация для абсолютного большинства участников так называемой СВО. Сегодня мы расскажем о службе по контракту СВО в 2025 году. Одном из наиболее перспективных и финансово привлекательных вариантов трудоустройства для граждан России. Финансовые условия. Давайте рассмотрим основные финансовые преимущества. Единовременная выплата при заключении контракта. 2 500 000 рублей. Ежемесячное денежное довольствие. От 260 000 рублей. Годовой доход. От 5 400 000 рублей. Новые условия и возможности. И стоит начаться проблемам с финансированием, вся эта армия просто начнет рассыпаться. Они просто откажутся воевать за бесплатно. А попытки их удержать силой через загранотряды, шантаж, карательные меры приведут к внутренним бунтам. Это не армия, готовая сражаться за идею. Это даже вообще не армия. Это просто преступное сообщество, которое держится на страхе и деньгах. И обе эти опоры не вечны. Третье. У Запада есть оружие, которое Украина до сих пор не могла использовать. На протяжении всей войны Украине было запрещено наносить удары по территории России баллистическими ракетами дальнего радиуса. Но у НАТО таких ограничений не будет. В случае прямого конфликта удары по объектам ВПК, по логистике, по критической инфраструктуре в глубине российской территории станут системными, масштабными, разрушительными. Когда речь идет об использовании высокоточного оружия большой дальности западного производства, это совершенно другая история. Дело в том, что я уже об этом говорил, и любые эксперты это подтвердят, и у нас, и на Западе, наносить удары современными высокоточными системами большой дальности западного производства украинская армия не в состоянии. Она не может этого делать. Это возможно только с использованием разведданных со спутников, которыми Украина не располагает. Это данные только со спутников или Евросоюза, либо на Соединенных Штатах, в общем, с натовских спутников. Это первое. Второе, и очень важное, может быть, ключевое, заключается в том, что полетные задания в эти ракетные системы могут, по сути, вносить только военнослужащие стран НАТО. Четвертое. Фронт увеличится в несколько раз. Сейчас-то Россия с трудом удерживает один фронт против Украины. Но в случае большой войны фронты откроются на границе с Финляндией, Польшей, странами Балтии, на Тихоокеанском направлении с Японией и в Калининграде, который будет полностью отрезан от большой России. Пятое. Россия не способна защитить даже свою территорию. Бунт Пригожина в июне 23 года стал просто моментом истины. Несколько тысяч вагнеровцев без единого выстрела заняли миллионный Ростов-на-Дону, областной центр и ключевой узел снабжения армии.
а потом еще и спокойно двинулись в сторону Москвы. Точно так же в 1924 году ВСУ зашли на территорию Курской области и не встретили серьезного сопротивления. Российские власти нас бросили здесь. Нас не предупреждал никто. Наша власть нет, забыла. Дорогие мои ученики, родители, присутствующие гости, открываем линейку. Открыли. Ну что я вам хочу пожелать успехов в учебе, слушать своих учителей, родителей, всего-всего, мирного неба над головой. А все остальное будет у вас. Нет, там дальше. Ну, нам зачем далеко ходить, если вот нас бросили? Никто даже о нас не позаботился, не подумал, где мы. Мы просто без вести пропавшие. Ну и что? Ну пропали люди, ну и пропали. А и хрен с ними, да, таких, как мы, вот Свердликова, Лебедевка, Локня, Дарина, Никола Дарина, в каждом селе есть там 20-30 Локни, 180 человек. И никто не заботится, нету света, нету воды, нету газа. Это спасибо, что вы нам помогаете, что вы нам привозите еду, документы все, воду питьевую, детям все привозите. А так бы что мы делали просто? Мы просто не знаем, что бы мы делали. А как вы думаете, почему украинцы после того, что Россия сделала с Украиной, помогают россиянам? Потому что они нормальные люди, человеческие, понимают, что они люди и мы люди. И так делать нельзя, как делает Россия. Они Этого нельзя испытали делать. на себе вот это все. Что все уезжали, хотя бы уезжали, вот глава сельского совета, он на 4 села у нас глава, живет у нас в Лебедевке. Все, он бросил, он даже никому слова, он сказал своим приближенным. И уехали, все. Он даже не знает, кто здесь остался, где мы и что мы. Все перечисленное говорит об одном. Российская власть не обладает устойчивостью на местах. Даже небольшая, но решительная военная группировка может взять под контроль крупный город. При этом гражданское общество деморализовано. Люди пассивны и находятся в состоянии глубокой социальной апатии. Никто на защиту режима не побежит. Именно поэтому любой сценарий прямого столкновения с НАТО становится экзистенциально опасным для самой России. Потому что в ответ на масштабное давление не будет мобилизации, будет распад. Режим просто рассыпется на части. И главное, Путин никогда не применит ядерное оружие, потому что он слишком хорошо понимает, это будет его личная гарантированная смерть. За 3 года войны он десятки раз угрожал ядерной атакой. Кем-то принято решение уничтожить Россию. Тогда у нас возникает законное право ответить. Да, для человечества это будет глобальная катастрофа. Для мира будет глобальная катастрофа. Но я все-таки как гражданин России и глава российского государства тогда хочу задаться вопросом. А зачем нам такой мир, если там не будет России? Готовы ли мы, готов ли я использовать имеющееся в нашем распоряжении оружие, в том числе оружие массового уничтожения для защиты себя, для защиты своих интересов? У нас нет в нашей концепции использования ядерного оружия превентивного удара. Наша концепция – это ответ на встречный удар. Мы как бы ждем, что в отношении нас кто-то применит ядерное оружие. Сами ничего как бы не делаем. Ну да, но тогда агрессор, он все равно должен знать, что возмездие неизбежно, что он будет уничтожен. И, ну что ж, а мы жертвы агрессии. И мы как мученики попадем в рай. А они просто сдохнут. Если Украина будет в НАТО и военным путем будет возвращать себе Крым, европейские страны автоматически будут втянуты в военный конфликт с Россией.
Конечно, потенциал объединенной организации НАТО и России несопоставим. Мы понимаем. Но мы также и понимаем, что Россия одна из ведущих ядерных держав, а по некоторым компонентам по современности даже многих опережает. Победителей не будет. Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались. Приказываю министру обороны и начальнику генерального штаба перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства. Хочу напомнить, что наша страна также располагает различными средствами поражения, а по отдельным компонентам и более современным, чем у стран НАТО. И при угрозе территориальной целостности нашей страны для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф. И ни разу не решился, потому что он по натуре трус. А еще он одержим идеей самосохранения. И потому его красные линии будут стираться снова и снова, ровно столько раз, сколько потребуется. Военное поражение – это не просто смена власти. Это обрушение всей системы централизованного управления. Российская Федерация – это не федерация в подлинном смысле. Это имперская конструкция, замаскированная под федеративное устройство. Она держится не на балансе интересов, а на жесткой вертикали, где все завязано на центр. И когда этот центр исчезает, исчезает и структура. Сегодняшняя региональная элита – это не политики и не лидеры. Это губернаторская номенклатура, выстроенная для одного – для лояльности. Путинские губернаторы – это управленцы по доверенности. Их карьера, власть, безопасность и деньги зависят исключительно от покровительства Кремля. Их задача не развивать регионы, а транслировать волю Москвы, собирать дань и поддерживать политическую пассивность населения. 99% из них не обладают легитимностью и не имеют реальной власти без центра, не связаны с регионами, в которых назначены, а также не пользуются абсолютно никакой поддержкой и авторитетом на местах. А значит, в условиях краха центра они просто первые сбегут, испугаются ответственности и хаоса. После военного поражения и распада централизованной власти на территории бывшей Российской Федерации неминуемо начнется переходный период, который рискует стать просто неуправляемым. Потому что в стране не останется легитимных институтов власти. Система управления будет разрушена. Доверие к власти обнулено, а население запугано, дезориентировано и разобщено. Поэтому, чтобы предотвратить хаос, гражданскую войну и неконтролируемое распространение оружия, потребуется международная внешняя поддержка. Именно демократии Запада способны обеспечить регионам безопасность, предсказуемость и защиту в переходный период. С участием Организации Объединенных Наций, Евросоюза, ОБСЕ и отдельных стран может быть создана система временных администраций. Их задача – удержать инфраструктуру от коллапса, обеспечить бесперебойную работу электросетей, транспорта, водоснабжения, медицины, школ, защитить граждан от криминального насилия и произвола, создать условия для начала новой политической жизни. Но на временной администрации ляжет не только техническая, но и историческая миссия. Их задачей будет не просто стабилизировать ситуацию, а заложить основы будущих демократий. Совместно с международными институтами временным администрации предстоит обеспечить контроль над ядерным оружием и решить задачу по его ликвидации. Также им надо будет координировать разоружение и расформировать остатки путинской армии с последующим созданием новых сил безопасности. Им будет необходимо подготовить законодательную базу переходного периода, обеспечить проведение первых свободных и международно признанных выборов, сформировать независимую судебную систему и создать настоящее местное самоуправление. А еще им предстоит большая работа по восстановлению свободы слова, прессы и других демократических прав и свобод. Но этого мало. Жизненно
важным шагом станет люстрация. Публичное отстранение от власти и ключевых институтов тех, кто сознательно поддерживал и обслуживал путинский режим. Ну и, конечно, обязательно должны быть созданы механизмы правосудия над военными преступниками. И одновременно проведена амнистия политзаключенных и всех, кто пострадал за убеждения. Без этого не будет веры. Ни внутри, ни снаружи. И всегда будет оставаться риск реваншизма. Риск возвращения диктатуры в ее самом пагубном проявлении. Еще одной ключевой задачей временных администраций станет переход от командной экономики к рыночной. Причем речь будет идти о полном демонтаже путинской модели, включая национализацию государственных и квазигосударственных активов, а затем прозрачную и честную приватизацию под контролем международных наблюдателей и с участием гражданского общества. Параллельно будет вестись работа по включению новых государств, возникающих на месте бывшей Российской Федерации, в международные торговые, финансовые и правовые системы. Также важно, что кроме временных администраций в регионах могут появиться международные миссии безопасности с мандатом на контроль за разоружением, защиту гражданского населения и обеспечение базовой стабильности. Такая международная поддержка в переходный период даст народам пост-России шанс впервые за столетия создать собственные, свободные, цивилизованные демократические государства. Распад империи всегда означает одно. На карте мира появляется что-то новое. На построссийском пространстве возникнут десятки новых государственных образований. Они будут разными по языку, культуре, формату, внешнеполитическим ориентирам. Но всех их будет объединять одно – отказ от имперской логики и тоталитарной идеологии. В первую очередь независимость обретут национальные республики на основе собственной идентичности, языка, культуры и закрепленного международными нормами права народов на самоопределение. Но за ними последуют и другие регионы. Те, кто захочет выйти из старой вертикали и построить свою политику заново. Что объединит эти государства? Общие принципы. Новая архитектура безопасности и правопорядка, основанная на 6D. Денуклеаризация, то есть это полный безъядерный статус. Демилитаризация, запрет на агрессивную внешнюю политику. Децентрализация, отказ от власти центра как единственного источника силы. Демократия, выборность власти, свобода прессы, прав человека. Деколонизация, признание и уважение прав всех народов, живших под гнетом Москвы. Депутинизация, правовая и моральная переоценка преступлений путинской эпохи. Это будет не просто новая карта, это будет новая реальность. Это будем мы после империи, мы после Путина. Сценарий военного поражения России с последующей демократизацией, децентрализацией, деколонизацией, денуклеаризацией и демилитаризацией сегодня многим кажется радикальным. А для тех, кто все еще верит в чудесное превращение путинской диктатуры в прекрасную Россию будущего, этот сценарий не просто маловероятен. Он нежелателен, потому что рушит иллюзию и бросает тень на их белое пальто. Но рано или поздно наступит момент, когда всем и внутри России, и за ее пределами придется признать очевидное. Империи не реформируются, империи распадаются. Так было с Османской империей, так было с Австро-Венгрией, так было с Советским Союзом. И так будет с Российской империей, потому что другого конца у империи не бывает. С каждым днем этот сценарий становится все более вероятным. И к нему необходимо быть готовыми интеллектуально, политически и морально. В странах Запада все чаще звучат голоса ответственных политиков, открыто говорящих о высокой вероятности прямого военного столкновения с Россией и о необходимости срочной стратегической подготовки к этому. Но недостаточно готовиться только к войне. Уже сегодня необходимо формировать будущую элиту. Тех, кто сможет взять на себя ответственность за создание новых демократических государств на обломках путинской России. Нужны аналитические модели государственного переустройства. Нужен четкий пошаговый план действий. И нужно понимание, что бы ни происходило в ближайшие годы, Россия уже никогда не будет прежней. С вами был я, Сергей Антонов.
Если вам понравилось это видео, поставьте лайк и поделитесь им с друзьями. Также напоминаю, что если у вас есть желание и возможность поддержать наш проект финансово, ссылку вы найдете в описании. Спасибо, что смотрите «Диагноз Путина». Не забудьте подписаться, если еще не сделали этого. И увидимся через неделю.